Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck в очередную серию с нашей эпопеей из Зилотахом. Я по-прежнему его называю Зилотах, ни в коем случае не переходим на другое название. Вот, так что сегодня я забрал генератор, вот еду от электрика. И он сказал, что чуть-чуть там не было припаяна шоколадка. Ну, где-то я накосячил. Не знаю, сомневаюсь, опять. Нюансик такой. Но он, говорит, проверял, все работает. Поэтому сейчас будем смотреть. Установим обязательно и проверим зарядку. Очень хочется понимать, все ли там все-таки нормально. И как только сделаем зарядку, можем дальше разбираться с топливом. Так что такие вот планы. Вам я желаю приятного просмотра. Не знаю, сколько эту серию буду снимать. Может быть, это займет 2 недели, 3, но начинаем съемки. И мне кажется, будет интересно. Я жду не дождусь, когда он все-таки поедет нормально. Пока топится печурка, хотел бы поблагодарить наших зрителей и подписчиков из города Валдая. Многодетная семья, которая постоянно нам присылает подарки, посылки. Огромное спасибо от души. Конфетки, вкусняшки, просто изюминка. Огромный привет от канала Custom Truck. Наверняка вы сидите по ту сторону экрана. Спасибо огромное. Ну а мы продолжаем заниматься и пойдем на холодную улицу. Зил весь замерзший, такой он в снегу. На улице у нас морозик. Но сейчас нам нужно установить генератор и проверить зарядку. Поскольку генераторы на Тахо я устанавливаю уже очень много раз, заняло это у меня 5 минут. Давления в рампе нету, естественно. Включаю зажигание. Ну и что у нас с давлением топлива? Накачалось, так? Ну, работает, но зарядка горит. Вот так ведет себя аккумулятор Battery Not Charging. Ну что, друзья мои, товарищи, зарядку я сделал. Видите, вольтаж 14, все в норме, 14,2, идеально. Но лампочка по-прежнему горит. Я подсоединил напрямую, как это и делал в прошлый раз. Вот, напрямую генератор возбудился. Сейчас буду прозванивать, смотреть, в чем беда, блин. Но где-то что-то, кто-то лажает, как говорится. Ну, хотя бы сейчас зарядка есть. Чек загорелся, блин, опять. Что им надо? Я не знаю. Ну, пусть прогреется, немножко подзарядится аккумулятор. Не видно, к сожалению, но, видимо, падает давление опять. Значит, зарядка не причина этого. Вот так я подсоединил. Плюс идет. Общее давление пропало. О, и лампочка загорелась. Блин, вообще жуть какая-то. Че он сам заглох? Ладно, сейчас будем смотреть. У нас давление пропало в рампе. Сюда идет постоянный плюс, а сюда с лампочки. Вот на этот выход. И сейчас прозвоню еще разок здесь. Что у нас здесь? Может быть, он сейчас возбудится. Насоса не слышу вообще. Насоса нету, друзья. Нету насоса. В общем, надо снимать колбу.
толку с этого не будет. Фигня это все. Но опять мы пришли к тому, с чего начинали. Ладно. Вот крутимся мы вокруг какой-то маленькой проблемы. Было бы классно отдать наш ЗИЛ кому-то на ремонт, чтобы специалисты нашли проблему. Но, к сожалению, такой возможности нету. И, кстати, друзья, если вы планируете делать ТО в ближайшее время, то лучше всего сделать это сейчас, пока дилеры делают огромные скидки. А найти выгодное предложение и записаться лучше всего через сайт autospot.ru, поскольку тут уже собраны все предложения на техобслуживание. И неважно, какая у вас машина, новый китаец или старенький кореец, просто выбирайте марку, модель и какое ТО планируется. На карте появятся все цены и скидки, а зафиксировать за собой лучшую стоимость можно всего в 2 клика. Так как все предложения от официальных дилеров и проверенных автосервисов с гарантией, у вас будет полный порядок. Скачивайте приложение Автоспот на телефон, чтобы скидки у вас были всегда под рукой. Или же переходите на сайт Автоспот, ссылку я оставил в описании. Сейчас будем заниматься, чтобы не снимать одно и то же. Буду разбираться и вам, может быть, покажу, что тут у нас происходит. Я не пойму. Решил проверить, поступает ли ток. И вы знаете, ток идет вот на насос, а насос молчит. Ну, потом пропадает, а насос молчит. Значит, снимаем колбу и нефиг тут лохматить бабушку. Сетка в идеальном состоянии. Но шланги сейчас будем разбираться, что здесь как работает. Разобрал я здесь наш насос. Пропала масса на нем, поэтому он перестал качать. А масса у нас пропала, видно вам или нет, вот здесь. Вот на этом болтике просто сама клемма у нас, к сожалению, окислилась и пропала масса на насос. Ну, вот так бывает. Как-то совпало это все с нашими неприятностями. Но это не решает проблему. Сейчас делаем массу и будем смотреть дальше. Здесь вот второй фильтрик на насосе. Так, он тоже все идеально, как мы его и прочистили, все отлично. Нашел здесь пару стружечек, типа таких вот, знаете, к насосу поприлипли мелких. Но это вообще ни о чем не говорит. Сейчас попробую собирать все это еще раз. Вот там немножко мусора, но это же ни о чем. Попробуем мы, наверное, набрать в 5-литровую канистрочку бензина и проверить, как вся наша конструкция работает и где, может быть, есть утечка у нас по давлению. Ну, вот такой план. Так, сделал массу, там прикрутил провод. Сейчас проверим. Ну, вот то, что и требовалось доказать. Все работает. Ну, сейчас будем пробовать собирать это все и проверять в банке. Спокойно. Сливать я умею. Вот так профессионально. Это забилось там. Это катастрофа была, парни. Бля. Опустил я колбу в бак. И сейчас попробуем вот в таком виде, создаст ли он давление и будет ли работать мотор. Будут ли у нас какие утечки. Сейчас все увидим. Завожу. Даня, не пугайся, это ЗИЛ.
Здесь никаких утечек я не вижу. Что-то бурлит здесь, непонятно. Изнутри. Но работает. Сейчас посмотрим, что по давлению будет. Пусть прогреется немножко. Давай, газани. Больше газани. Еще. Работает. Работает. Видимо, все-таки проблема вот в этой колбе, которая отхлебывает, когда обороты даешь, он просто становится пустой. Она просто становится пустой. Вот и все. Ага, хрен там. Хрен там. Ну-ка, Даня, нажми газ в пол. Я гляну, что по давлению. Только газ отпускаешь, давление появляется. Ну-ка еще газани, я хочу здесь глянуть, что у нас. Насос не справляется или что здесь происходит. Давай. Ну-ка еще. Блин, видимо, все-таки насос слабо давит. Не пойму. Но трубка здесь не проседает. Вот что непонятно, блин. Дань, ну-ка газани еще. Может, фильтр еще сейчас попробую выкинуть. Пол держишь? Нажми, держи в пол. По-моему, насос давит. Попробуем фильтр. Ну-ка еще раз. Блин, херня какая-то. Не знаю, опять какая-то путаница. Ё-моё. Приподнял я насос, и оттуда херячит вот из вот этой пружинки маленькой. Но я не знаю, не могу вам показать. Вот, ну сейчас, может, увидите. Ну, включай, Дань. Включай. Что... А что? А, стой, я же отключил его. Ё-моё. Бляха, он из-под клапана этого херячит ручьем. Либо это защитный клапан какой-то срабатывает, либо что, пока что я не пойму. А если завести газ в пол, из него будет херячить или нет? Сейчас, подожди. Он поливает, прям ужас. Ну давай газ. Давай газ в пол. Все равно. Ладно, глуши. Что-то не то с насосом, видимо. Но он же не перестает лить, когда топлива недостаточно, типа, понимаешь? Постоянно льет. Ладно, сейчас снимем насос, попробуем разобраться, что за фигня это, что это за клапанок. Разобрал я уже всю конструкцию, пробовал, снял шланг. И даже со снятым шлангом он все равно прет мимо через вот этот клапан. То есть даже без давления он постоянно через вот этот маленький клапанок с шариком он бьет мимо. Шарик я вынимал, пружинку поджал, ничего это не помогло. Осталась только одна мысль, это заклеить его, этот клапан. Но это, мне кажется, плохая мысль. Но не должен он бить фонтаном и с клапана, и отсюда еле качать. Вот, не должно быть такого. Принято решение заглушить этот выход. Ну, я так понимаю, это аварийный сбрасыватель давления. Поэтому сейчас мы вкрутим туда болтик и попробуем, будет ли работать эта вся конструкция и вообще в этом ли причина. Но я считаю, что явно не должен он отсюда так плескаться. Вот сейчас сюда закрутим. Я думаю, должно бы все получиться у нас. Болтик, резиночка на конце. Наживляем. Сейчас пойду все соберу. Собрал все. Болтик. Сейчас посмотрим.
С обратки поперло, да? Да. Это хороший знак. Ну, сейчас работает. Работает. Ну пусть прогреется, попробуем газануть. Колбы нету, сеток нету. Но у нас здесь все чистенько, аккуратненько, поэтому не страшно. Обратка идет наша, ну-ка. Все, обратка писает. Датчик, кстати, тоже у нас работает. Сейчас сделаем полный бак. Вот. Почти полный. Все, бак четко показывает. Не знаю, я, к сожалению, не могу видеть сразу и давление, и газовать. Ну, там явно, наверное, падает давление, как обычно. Хотя здесь все четко по насосу. Ни к чему мои опыты не привели. Привели лишь к потере бензина. Срывает шланг вот этот вот. И бензин хлещет так, что невозможно. Но давления нету. Пережимаю обратку. Все дубовое. Шланги, вот, не вжать шланг. Потом, как только газую, давление в рампе падает. Но шланги эти, как были дубовые, так и остаются дубовыми. То есть нету такого, что что-то их держит. Может быть, надо попробовать убрать этот фильтр. Может, он мешает. Возможно, надо купить китайский насос новый, его подключить и попробовать. Ну, как вариант. Вот, попробовать, может быть, что-то поменяется. Есть промежуточная новость, можно так, наверное, сказать. Убрал фильтр. В фильтре вот такая штука была, кусок, не знаю, что это. Вот, без фильтра машина стала лучше работать, но с переменным успехом. Бывает держит давление, бывает нет. Понимаете, что мне не нравится? Что патрубки не сдуваются на давление. Видите, раздутые? Не сдуваются нифига. Если бы не хватало ему давления, вот эти патрубки, они бы сдувались. Шланги, они бы становились тонкими. А они по-прежнему толстые. Надо, наверное, попробовать менять насос. Не мучиться. Возможно, все-таки в насосе дело. Когда я снял фильтр, прям в самом начале, я запустил мотор, вообще работает, разгазовывается. Потом прошло некоторое время, и все, он перестал опять. Падает давление, и все. Наверное, куплю насос, новый, просто обычный китайский, и мы подсоединим и попробуем. Еще один нюанс, который мне не нравится, это то, что вот ничего не плывет с обратки. Оттуда должен писюнок литься, а оно... То льется, то не льется. Тоже такой переменный успех почему-то. Зарядку подключил напрямую, проводу лампочку запитал, и теперь потухла даже лампочка. Ну, то есть, якобы все нормально. Ну, только вот разобраться с этим бы. Вот он. Ну, козел. Ладно, разберемся. Но попробую, поэкспериментирую, куплю новый насос. Может быть, это поможет. Пока что так. Заеду в магазин, поищу, может быть, что-то подберем, какой-то насос, подходящий для нас. Вот, клемму снял, да, снял.
И попробуем, потому что, ну, не совсем понятно. Если бы сливали форсунки, падало бы давление, вот заглушило, они бы продолжали лить, я так понимаю. Либо они льют, все сгорает, и он поэтому троит, пыхтит. Ну вот, помпочка у нас уже на базе. Ее номер. Один в один с оригиналом, всего лишь 60 белорусских рублей. Очень дешево, но что по качеству, пока что вопрос открытый. Но вроде бы нормально должна работать, потому что все в Беларуси ездят на таких насосах. Все, сейчас выходим на улице холодно, так что, друзья, оденьтесь потеплее. Но я думаю, контент не заставит себя долго ждать, и надеюсь, что все-таки Зилотах поедет. Пока что все подходит один в один. Я думаю, я пока что его просто опущу вниз. Так, единственное, сеточку нужно одеть. Просто опускаем его вниз и пробуем запускать нашего зилка. Все хорошо, но есть один нюанс. Тут у нас что-то херячит очень сильно мимо. Видимо, вот этот вот писюнок. Писюнок наполнения колбы, я так понимаю. Ну, сейчас глянем. Все равно откуда-то валит, да? Да. С защитного клапана бомбит. Короче, насос разрывается. Я так понимаю, защитный клапан. А давление фигня. Так, двигатель немножко прогрелся. Сейчас специально поставил, чтобы давление было видно и вам, и мне. Ну, попробуем. Надеюсь на удачу. Скрестили пальцы. Если пережать обратку, значит льют форсунки, и он захлебывается. Но я не знаю. До рампы давление большое, а после рампы нету давления. Пережал полностью обратку. Давление, ну, увеличилось до 4. Снял рампы. И здесь, конечно, грязища внутри. Неописуемое грязище. И с этими рампами завтра с утра поедем на стенд в соседний город. Может быть, нам проверят. В Оршу. В Оршу поедем. Надеюсь, нам проверят. Возможно, они нам подскажут, что почистят. И нам будет понятно, куда что сливается. Соорудил вот такую конструкцию из рамп, манометров. Я думаю, специалисты на СТО будут в шоке, но у них вариантов нету. Нужно помогать. А еще очень благодарен всем, кто нас встречает и где-то в магазинах узнают и переживают за проекты. Огромное всем спасибо. Все спрашивают, ну как там, ну как там, ну как там Зилотах? Я говорю, ну вот насос покупаю для Зилотаха, ну а что делать? Но в итоге насос нас не спас. Что-то здесь есть, мелочь какая-то, но какая, я не понимаю пока что. Вот, насос уходит в аварийный режим, через аварийный клапан сброса скидывает давление, но через обратку он не идет. То есть, ну, не переключает регулятор на обратку, но и давления нету в рампе. В общем, такой вот непонятный нюанс. Возможно, просто форсунки сливают все в цилиндры. Но тогда бы был такой гидроудар, мне кажется. Либо он все сжирает. Не знаю. Друзья, в общем, вышли мы с ремонта. Ну что, сказали, что форсунки все в норме. Рампа одна грязная, а основные все форсунки все четко. И до прочистки, и после прочистки. Поэтому я даже уже и не знаю, что нам делать дальше и как с этим бороться. Я так надеялся, что наши форсунки все-таки плохие, но... увы.
А еще нам пришла мега посылка. Продолжается эпопея с Зилотахом. На улице очень ветрено. Форсунки приехали с диагностики. Все четко, все отлично. И я их уже установил. Сейчас несу аккумулятор. И еще что я сделал, это напрямую поставил шланг от насоса, минуя нашу трубку. Вот эту. Может быть в ней проблема. Я не знаю. Соединяем напрямую, исключаем как можно больше вещей. Вот, напрямую, чик. И будем сейчас пробовать. Здесь я все собрал, рампы установил. Это уже быстро очень происходит, поэтому я вам и не снимал. Да и что одно и то же снимать. Надоело уже снимать эту жуть. Как-то разобраться не знаю. Ну, сейчас будем пробовать. Да. Только аккуратненько, чтобы не повредить же штуцер тебе надо. Ну, а там я не знаю, что. Небольшая промежуточная у нас стадия. Короче, дую в эту трубку. И нифига не дуется. Сделал шланг напрямую. Вот. Шланг наш. Из него топливо прет, а уже отсюда топлива нету. Ну явно вот здесь, наверное, забита эта трубка. Потому что, ну, вот в эту сторону по-любому должна рампа наполняться. Вот в эту сторону. Сейчас буду снимать еще раз трубку. Но такого не было. Короче, вот эта трубка маленькая. Вообще не дуется. Толстая дуется. А маленькая ни в какую. Возможно, именно в этом и причина. Сейчас будем ее продалбывать. Наверное, друзья, найдена причина. Вот столько я достал войлока. Так, вот столько вот. Это частичное. Еще что-то выдулось. Вот. И откуда он может быть, я, если честно, не понимаю. Вот. Такой состав непонятный. Может быть, это с фильтра, первый вариант. А второй вариант, возможно, это осы. Потому что вот я смотрю, блин, на это, видите? Вот на это вот я смотрю. Вот это след ос. Вот он. О, что это такое, блин? Это осы. Стопудово. Я так понимаю. Ну и фактически теперь трубка дуется. Тру-ля-ля. Хоть играй, блин, на трубе. Наверное, мы нашли причину. Наверное, я вымучился, но причину нашел. Кто бы мог подумать, понимаете, что вот в этой трубочке вот все ж до сюда, все мы дули. Эту-то трубку я не могу продуть, проверить. Вот, а в ней оказывалось вот гнездо осиное. Думаю, я сейчас заведу, и Зилотах будет работать. Век живи, век учись, и все равно не научишься. Друзья, утро доброе. Вчера забыл камеру, представляете, вот здесь она всю ночь под дождем висела. Это просто ужас. Сегодня я снимаю на вторую резервную камеру и не знаю, выжила ли она и остались ли материалы. Если вы смотрели предыдущую информацию, то материалы остались. Так, шланги тоже забыл. Вчера просто уезжали домой, блин, что-то я вообще отвлекся. Ну что ж, сейчас наша задача попробовать запустить мотор в надежде, что все будет в порядке. Хотел бак накрыть, забыл. Вчера с Вольвой вымучились. Одеваем клемму, пробуем запускать. Ой, проект наш Зилотах. Зарядка наша работает. Давление, к сожалению, ушло. Сейчас посмотрим, как поведет себя насос. Быстро ли он накачает. И, кстати, чек пропал сам по себе. Осталось у нас только вот брейк, тормоз типа. Не знаю, что он работает, блин. Но, скорее всего, что нету жидкости тормозной в бачке. Нужно сделать эту, поменять датчик. Ну и хотелось бы вот нам эту штуку восстановить.
Но это все чуть позже, друзья. Сейчас пока что нужно разобраться просто-напросто с мотором. Но я думаю, мы его победим. Я прям уверен. Все, давление вообще почти не падает. Ну, я не знаю, видно вам было или нет, но давление держится, мотор крутится. Так что все четко. Мы наконец-то победили эту проблему. Это, ну, очень хорошая новость. Я рад. Сколько было в него вложено денег, нервов, а самое главное времени. Все это перебил. Ну, вот представьте, постоянно меняешь, непонятно, что делать, как делать. Но теперь вся проблема решена. Это очень хорошая новость. Погода мерзкая. Сейчас, наверное, закроем капот. И наша задача поменять масло. Самая главная задача. Потом нам нужно будет еще сделать колбу. И только после этого мы сможем сделать полноценный тест-драйв. Вот так выглядит моя старая камера. Я ее включил, она работает. Представляете? Она целую ночь стояла под дождем. У нее лопнутый корпус. Но она работает. Это камера, на которую был снят весь наш канал, по сути. Основная масса всех видео. Sony это просто топ. Да, условия у нас, конечно, ужасные. Но нужно поменять масло. Пока мотор тепленький. Хочется выехать, посмотреть, на что способен этот аппарат. Так что сливаем масло. Опыт по сливу у меня колоссальный, я думаю, вы знаете. Рассказывать не надо. Есть. Пошел процесс. Масляный фильтр открутил, сейчас тоже масло стекает с помощью вот такой вот простой приблуды. Головка распиленная. Юра накачивает воздух. Поедет в рейс, немножко ремонтируем там. По воздуху нюансы, как обычно, гниют штуцера, старая машина. Фильтр ставим Japan Parts. Вот такой красавец, номер, если вдруг кому-то надо. Ну и Вольво, муркочет. Хорошая машина, но старая. Я мокрый насквозь, забежал к печечке, на улице валит снег, просто невозможно находиться. Снимать вообще просто нереально. Вот такие хлопья от снега падают, и все это тает моментально. Ужас. Сейчас переоденусь, но я успел снять колбу. Запустил еще раз, проверил, все четко. Ну, вообще работает классно, уже на свежем маслице. Вот, снял колбу, нам нужно изготовить колбу более глубокую. Сейчас этим будем заниматься. Я замерил, где-то 31 сантиметров нам нужен. От верха бака до низа колбы. Сейчас этим будем заниматься. Уже в гараже под крышей, потому что переоденусь, ну невозможно. Уже плечи мокрые, все мокрое, так нельзя. Можно легко очень простыть. Вот так совсем другое дело. Сразу ощущение и хочется дальше продолжать работать. Пытаюсь удлинить нашу колбу, воспользовался пластиковыми трубками. Они оптимально вот сюда залазят на нашу основу и прям садятся, так феном греешь. Садятся плотно-плотно. Потом в эту трубку сейчас я вклею вот такую пластиковую трубку, вторую. И таким образом мы сможем удлинить нашу колбу. Вот примерно настолько нам нужно удлинить, чтобы общая длина у нас была 30 сантиметров. То есть примерно так вот я и делаю. Все это вклею, оно засохнет и можно будет продолжать удлинение. Также нам нужно будет удлинить проводку на датчик уровня. Он у нас, кстати, тоже будет работать. И провода на насос тоже. Все сделаем аккуратненько, припаяемся, сделаем хорошо. Таким образом, наша конструкция будет усовершенствована под зиловский бак. Все равно нужно было это рано или поздно сделать. Я решил это сделать сразу, потому что ехать на болтающемся насосе в баке, знаете, сами понимаете, такое себе.
Удлиняю с помощью вот таких штучек. Кстати, по вашим советам огромное спасибо, с припоем сразу там внутри. Ну, мне кажется, надежная штука, кстати. Вот здесь оно герметизируется, видите, а по центру спаивается. Точно так же и здесь герметизируется вот этим силикончиком и спаивается. Все провода удлинены, новый шланг поставил и, собственно, все готово к сборке, ну, финальной, можно так сказать, сборке. Сейчас вот осталось мне только насосик подключить, собственно, фишечку вставить, и все, у нас будет все готово. И этот тоже вщелкнулся, пальцу ОМОН. Так, теперь датчик. Он вставляется легко, просто вщелкивается, вот так щелк и все. Ну, здесь, я думаю, мы провод этот закрепим, чтобы он не болтался. А, здесь даже для него вот есть место специальное. Все. Вот. Ровно спустя 3 часа имеем прекраснейшую погоду. Солнышко светит. Снег, правда, еще не растаял, но мы ему сейчас поможем. Здесь я ложил химзащиту нашу. Она спасала от снегопада. Важно, чтобы снег туда не попал. Отлично. Такая у нас будет бензостанция. Блин. А датчик не будет работать. Нужно нам, чтобы он стоял вот так, чтобы работал. Хотя бы вот так. Вроде так нормально все. Сейчас у нас поплавок как-то вот так. Может быть, получится больше чуть-чуть подвернуть сюда. Сейчас возьму фонарик и посвечу, определю, как правильно поставить. У нас в трубках грязь. И мы сейчас вот подсоединились и насосом промываем нашу трубку, чтобы уже все было четко. Проблема в том, что когда мы вот здесь промывали, то из фильтра тоже чача, мошки какие-то, одуванчики. Я не знаю, то ли нам фильтр достался какой-то старый, который забил всю эту систему, то ли в трубке, в общем, непонятно. Но вся магистраль была подзабита. Именно не забита, а вот мусором каким-то. Все, сейчас собираем все и запускаем. Я не могу в это поверить. Но все работает классно. Также я сделал вот такой наворот, нам проверять давление. Вот 4 накачал. Хотя бы чтобы понимать, что у нас там делается. В общем, какой-то сучок у нас по-прежнему, хотя масло я поменял. А еще выскочила какая-то нейтралка или что там. Воскубет на льду и свинья рысак. Ладно, сейчас включим пониженную опять или повышенную какую-то и... Надо нам сделать эту систему.
нагрелся очень быстро, сразу до рабочей температуры. Лупит по-страшному, но передачи переключаются, когда... Вот я там пятаки крутил, спидометр показывал 100-110 где-то. Вот, ну, наш таховский спидометр. Ну, валит он, конечно, прикольно, но мы потеряли аккумулятор, он вывалился, он не закреплен. Я забыл совсем про него. Но так, конечно, интересное ощущение, по ямкам так мягко едет. Если еще убрать рессор у него, он вообще поплывет. Ну и тормоза, очень-очень мощные тормоза. Ну, сейчас проверим. Да, давай посмотрим, какие тормозят, какие нет. А ты аккумулятор поднял? Да. Сейчас я сдам назад чуть-чуть, да? И вот здесь тормози, где снег. Хорошо. Как бы тормозят все, хватает первое, правое, перед, потом левый зад, потом левый перед и правый зад. Их надо подводить, мы ничего не делали с подводкой. Абсолютно. Но по скорости это наша? Ага. Бля. Он через пробку просто, возможно, скидывает лишак. Надо туда одеть пробочку. Сейчас проверим. Нужно приоткрыть немножко. Не-не-не. Он через Надо, вот это. покажи друзьям, что у нас под капотом. Вот через это скидывает. Стук пропал. Непонятно, что ему надо. Ну-ка, осторожно. Вроде нормуль все. Давай снег. Что? Не надо снять. Все хорошо, бензин не плывет, масло обгорело, температура двигателя, ну, Если определить нормально. я думаю, 60. Ну да, под 70. Все, погнали дальше. Так, друзья, закипаем немного, потому что такие пятаки крутить нельзя на этой машине без вентилятора. Надеюсь, мотор выживет, но у нас вариантов не было, нужно было заезжать. Все-таки не зря антифризик тек, это он уже начинал закипать. Живи, мотор. Все, огромное вам спасибо. В следующих сериях мы продолжим веселиться на этой машине, дорабатывать ее. Но то, что мы добились хорошей мощности, это уже очень-очень хороший знак. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.